Всем привет, ребята! Вы очень часто спрашиваете меня: Анжелика, какие группы ты слушаешь вот 24/7? Какие группы постоянно в твоем плейлисте не уходят оттуда, и ты постоянно к ним возвращаешься и можешь слушать даже какие-то, возможно, их старые альбомы, треки и не устаешь. И сегодня я расскажу вам, что же это за группы. Я отобрала 10 штук, но на самом деле их намного больше, так что если вам понравится такой формат, я сделаю еще. Я не буду рассказывать их биографии, я просто кратенько расскажу, как я познакомилась с той или иной группой, чем она меня зацепила, о чем примерно ребята говорят в своем творчестве, ну и, в общем-то, быстренько вас с ними познакомлю. Ну и давайте, чтобы не затягивать, сразу приступим. Первая группа, о которой я хочу вам рассказать, это группа Вардруна. Наверняка вы видели, что я делала обзор на их крайний альбом, и я вам скажу, что крайний альбом стал камнем преткновения, и они стали действительно одной из моих любимых групп. Это группа, которая умеет полностью передавать атмосферу природы, скандинавских мифов. Скажу вам так, что я узнала о них достаточно давно, совершенно случайно наткнулась, мне понравилось пару треков, но дальше я как-то не стала разбираться в их творчестве, но потом в какой-то момент судьба меня снова с ними свела, когда я начала смотреть сериал «Викинги», потом я опять про них забыла. И вот совершенно недавно у них вышел альбом, который просто потряс меня до глубины души. Я могу слушать его 24/7 от начала и до конца. Если вы не смотрели обзор, посмотрите, возможно, вам тоже понравится, и вы обязательно зацените. Это абсолютно не металл, это вот, знаете, идеальная группа для того, чтобы вы гуляли по лесу, возможно, слушали их музыку, либо же просто где-то уединялись и погружались в эту потрясающую атмосферу природы. Поверьте мне, даже если вы не особо любите подобный жанр, мне кажется, вас зацепит, и парочку треков все равно в плейлист вы добавите. Ну что ж, погнали дальше, а дальше у нас Fever 333. С этой группой я также познакомилась достаточно давно, совершенно случайно. Я обнаружила на ютубе в рекомендациях. Первая песня, которую я у них услышала, была Burn It, но как-то я не особо прониклась, если честно. А вот песня One of Us действительно запала мне в сердце, потому что это песня-протест. Посмотрите клип, вы обязательно поймете, о чем я. Ребята не стесняются говорить о вещах, которые их волнуют в политике. Они абсолютно открыто говорят о том, что их беспокоит в мире. Из них прет энергия, и вы можете это заметить как и на лайвах, так и просто в обычных клипах. В их музыке есть элементы как рока, так и панка, так и металкора, всего-всего-всего. Короче, очень разнообразный инструментал, потрясающий вокал Джейсона, вокалиста, безумные просто ударные партии от их барабанщика, которого я очень сильно люблю, он действительно талантливый человек. В общем-то, я думаю, что вам стоит заценить их песни. Если вы до сих пор по какой-то причине этого не сделали. Ну и следующая группа Russian Hate, Slaughter to Prevail. Со слоттерами я познакомилась достаточно давно, и тогда у меня как-то отношения с ними не сложились, потому что я не особо слушала дэткор в принципе, для меня это было что-то за гранью, что-то невероятное, мой мозг просто разрывался, уши не могли, я была еще слишком слаба для подобной музыки, поэтому первые встречи особо не задались, но я помню, что я познакомилась с группой через вокалиста Алекса Террибла, которого, собственно, я увидела на ютубе, а там был, по-моему, какой-то кавер на Рамштайн, а Рамштайн я на тот момент уже любила, собственно. Ну и, в принципе, увлекалась экстрим-вокалом, мне было интересно, как это все происходит, а у него на тот момент как раз-таки были первые видосы обучающие. Это было смешно, но, в принципе, интересно, познавательно, я бы сказала. И да, через какое-то время я снова вернулась к ним, потому что я уже начала слушать дэткор, и я поняла, что это сначала копия Thought is Murder. И мне кажется, в какой-то момент так и было, потому что они были безумно на них похожи. Сейчас, конечно, у слоттеров есть свой стиль, свои такие фишечки, своя изюминка, поэтому их уже ни с кем не спутать. Но раньше был вот такой вот у меня диссонанс, когда я только-только начинала слушать Thought is Murder и Slaughter to Prevail, мне казалось, что это вообще одна группа. Но да, почему же я люблю слоттеров, чем они меня зацепили, а именно своей безумной просто энергией, своей агрессией, но агрессией в хорошем плане, потому что это все-таки дэткор, дэткор не может быть не агрессивным. Как мне кажется, это прекрасная группа для того, чтобы заняться спортом или просто отвести дух, скажем так, если
если вы на кого-то очень злитесь или вам вот хочется просто, вот знаете, рвать и метать, послушали пару песенок Слотеров и успокоились. Ну, по крайней мере, у меня так это работает. А уж что творится на их концертах, я вообще молчу. Вообще, ребята в своих текстах затрагивают абсолютно разные темы, как какие-то социальные, так и религиозные мотивчики там прослеживаются. Но скажу вам так, что все-таки у них, как мне кажется, главное не текст, а главное их энергетика, которая просто неповторимая. А дальше у нас на очереди мои любимые Fallen in Reverse. Скажу вам так, Fallen in Reverse для меня группа, которую я полюбила вообще не с самого начала, совершенно. Мне не нравилось их творчество, которое было вот до 2019 года, наверное, когда Ронни действительно все переосмыслил и стал делать настоящие хиты. Я скажу вам так, сначала я влюбилась в Ронни, можно сказать, а уже потом в Fallen in Reverse, потому что меня безумно вдохновляет этот человек. Он смешной, интересный, в каких-то моментах простой, но безумно талантливый. Его взгляд на вещи, на музыку и на мир стоит внимания, я вам скажу так. И у меня есть видео отдельно о Ронни, так что можете глянуть. Мне кажется, творчество Fallen in Reverse подразделяется на два этапа, и меня безумно вдохновляет тот этап, который вот у них случился в последнее время, их крайние работы. То есть это Losing My Life, Popular Monster, который до сих пор является топ-1, по-моему, в Apple Music. Короче, огонь. И уж я вообще ничего не говорю о его reimagined различных треков, таких как I'm Not a Vampire. И The Drug in Me Is You. Но это же просто великолепие, это действительно стоящие работы, которые необходимо заценить, и если вы до сих пор не слушали, обязательно рекомендую. И я вам скажу так, что если вам тоже, как и мне, не особо нравилось их раннее творчество, когда вы полюбите новое, вы придете через какое-то время и к раннему, и вы поймете фишку и раннего творчества тоже, оно вас тоже зацепит, и вы действительно влюбитесь в Fallen in Reverse, как мне кажется. Ну и, конечно же, если вам нравится сочетание металкорчика, рэпа и прочего, то это абсолютно ваша история, так что смело слушайте. Следующая группа Ice Nine Kills. Честно, как я пришла к Ice Nine Kills и как я с ними познакомилась, я не помню. Абсолютно. Скорее всего, тоже это были какие-то рекомендации с Ютуба. Единственное, что я помню, как я охренела, когда я услышала их трек Stabbing in the Dark. Я просто увидела, что есть группа, которая сочетает все, что я люблю. Мой любимый жанр музыки, мой любимый жанр в фильмах. Просто это такая невероятная смесь получилась, которую я до сих пор обожаю. Мне безумно нравится вокал Спенсера. Действительно талантливый человек, его чистый вокал меня просто до мурашек пробирает. Также экстрим у них присутствует, естественно. Уважаю ребят за то, что они делают. Их, например, крайние клипы, где они сделали такую историю совмещенную, скажем так, из 3 или 4 частей. Я говорю без сценария, прямо как есть, поэтому могу повторяться и просто говорить: ой, как я обожаю, ой, как я обожаю, но это действительно правда, я хочу, чтобы вы тоже их заценили. Что ребята делают? Они берут какой-то понравившийся им фильм ужасов и на его основе, возможно, берут какую-то мелодию и делают действительно классный, бомбящий, разрывной трек, который может просто вынести ваш мозг, скажем так. Также ребята увлекаются каверами и делают это достаточно круто и профессионально. Зацените. Кстати, на их крайний альбом у меня тоже есть обзор. Следующая группа очень предсказуемая — Slipknot. Да, ребят, вот что-что, со Slipknot у меня точно не было любви с первого взгляда, потому что мало кто не слышал о Slipknot, даже если человек не слушает тяжелую музыку, краем уха он когда-то где-то слышал их треки. Я вообще не понимала, как люди слушают их альбом Айова, потому что для меня тогда это было что-то сверх. Мне на тот момент казалось, что это просто какой-то шум,
Я тогда вообще абсолютно ничего не понимала в тяжелой музыке, от слова совсем. Но так как у них есть более легкие работы, например, в их альбоме The Great Chapter, я немножко там уже начинала шариться, уже какие-то песенки для себя отбирала, мне действительно нравились, например, The Devil and I, это моя первая любовь со Slipknot. И да, я не тот человек, который там пришел с первого альбома и говорит, что, блин, сейчас Slipknot совершенно не те. Я тот человек, который пришел уже только на The Great Chapter, и только вот в этот момент я начала осознавать, кто они такие, что они из себя представляют, погружаться в их творчество. Это было тяжело, это было с препятствиями, но я добилась безусловной любви, и Slipknot я теперь очень сильно уважаю, ценю, слушаю все их, конечно же, альбомы, у меня нету каких-то супер слабых. Скажу вам так, что в каждом есть своя фишечка. Естественно, моим фаворитом до сих пор остается The Great Chapter. Не думаю, что мне стоит тут особо распыляться по поводу Slipknot, вы прекрасно их знаете. У меня есть отдельный видос, где я обсуждала их крайний альбом. Также есть видос, где я вам говорила, о чем они поют в своем творчестве. Вы можете все это посмотреть, а возможно, вы уже смотрели. Так что останавливаться не буду, просто скажу, что да, Slipknot. Ну и если уж мы перешли к группам с большой буквы, то давайте я расскажу вам и о Rammstein. Rammstein — это то, из-за чего я здесь. Это то, почему я сейчас с вами разговариваю на тему тяжелой музыки. Эта группа просто за шкирку привела меня к тяжеляку и сказала, что ты останешься здесь, тебе здесь нравится, поверь мне, здесь классно, и я не ошиблась. Я сниму отдельный видос, где расскажу, как я пришла к тяжелой музыке и тому подобное. Там я буду подробно об этом рассказывать, а сейчас все-таки хочется мне больше рассказать о Rammstein. Конечно же, я также говорила об их творчестве очень много на своем канале, так что если вы не смотрели все эти видосы, ссылочки будут. Но к Rammstein у меня очень-очень теплые чувства, неповторимые. И после того, как я побывала на их концерте, я, не знаю, как это сказать, но это любовь, которая уже ничего не сможет разрушить, если честно. Даже все эти выходки Тиля, я к этому отношусь совершенно спокойно, просто жду, когда они выпустят что-то новенькое. Кстати, в скором времени, вроде бы в 2022 году, они как раз-таки должны нас чем-то порадовать. Да, это группа, которая безумно противоречивая, очень эксцентричная. Они не боятся говорить ни на одну тему. Они могут спокойно вообще все, что их волнует, выставить и преподнести это так, что весь мир обалдеет и будет обсуждать огромное количество времени. Да, это Rammstein, из-за этого я их люблю. Может быть, в каких-то моментах они простенькие, но даже в этой простоте заключается гениальность. Поэтому да, я считаю их гениальными. Я считаю, что все, что происходит с ними, их популярность, их успех, это абсолютно заслуженно. Все альбомы потрясающие. Для меня нет слабого вообще абсолютно, ни одного альбома. Они все очень сильные. Я могу уставать от абсолютно разных групп, но от Rammstein я никогда не устану. И это действительно та группа, к которой я возвращаюсь из года в год, изо дня в день, можно сказать, слушаю, наверное, чаще всего. Напоследок я оставила 3 группы, которые тоже мои любимчики, и я с ними познакомилась просто, наверное, одновременно. Но к каждому подходила с опаской, потому что это происходило в тот момент, когда я только начала вообще слушать экстрим-вокал, вникать в него, понимать, как это работает и почему людям это нравится. И вот как раз-таки с этого момента, когда я только-только начинала свое путешествие в мир тяжелой музыки, они мне встретились троицей, потому что тогда они тесно общались. Ну, естественно, главной из этой троицы является группа In This Moment. Да, я могу говорить о них бесконечно, это моя любимая группа, люблю Марию Бринг безумно. С In This Moment у меня такая фигня, что они меня просто вдохновляют на все. На все. Не знаю, есть ли у вас такая группа, но In This Moment я знаю абсолютно все треки, можно сказать, чуть ли не наизусть. Каждая песня для меня что-то значит. Если мне плохо, я знаю, что я могу включить эту песню In This Moment, и мне станет лучше. Если мне хорошо, я знаю, что могу включить вот эту песню, и мне станет еще лучше. То есть на каждое настроение, на каждый период моей жизни приходилась какая-то песня. И были у меня такие периоды, когда мне действительно было тяжело эмоционально, и они меня вытаскивали, поэтому я им благодарна как минимум. И у меня такое ощущение, как будто я расту в каком-то плане вместе с ними, меняюсь так же, как и они.
И поэтому из-за того, что мы находимся на одной волне, у меня не возникает диссонанса, и я всегда могу понять, почему они делают тот или иной продукт, почему они делают так или иначе. Ну вот это, знаете, просто слияние невероятное какое-то, которое я не могу никак объяснить. Я безумно рада, что у меня есть такая группа. Фишка In This Moment в том, что они больше поют о внутреннем мире, о внутренних переживаниях. И также о связи с природой, с родными людьми, с близкими. У них очень много треков, которые рассказывают о том, какие чувства испытывает человек, когда он теряет близкого, как это тяжело, больно, как через это проходить. Наверное, сделаю все-таки отдельный видос, где буду рассказывать, о чем они поют в своих треках, потому что треки я знаю абсолютно все и знаю, о чем они. Я в этом вопросе эксперт. Но да, у них тоже делится творчество на, наверное, я бы даже сказала, 3 этапа. Первых 3 альбомов, где такой прямолинейный мелодичный металкор. А потом у них идет этап, где они начинают экспериментировать и находить себя. Это вот альбом Blood и Black Widow, где используется тема сексуальности, больше такой дерзости, я бы сказала, борьбы с внутренними демонами. И уже более спокойный этап, крайние 2 альбома, где Маша уже облачается из латекса в балахончики и поет о связи с миром, с природой, с матушкой землей, и уже такая более женственная, спокойная. Это все чувствуется, это все видно. Ну и, конечно же, от In This Moment идет Motionless in White, потому что я видела клип на песню Whore, мне понравился Крис, я думаю, ой, а что за молодой человек, а у него, оказывается, есть своя группа, которая невероятно готичная такая, ну, по крайней мере, по стилю, а в тот момент мне безумно нравился готический стиль, это... Сейчас я уже начала от него отходить, а раньше это была просто любовь, я увидела, господи, какие там вообще мальчики, послушала их песни, думаю, черт, а музыка-то еще лучше, сочетающая в себе примесь Мерлина Мэнсона и Рамштайн, это круто. Я думала, что черт, ребята просто перемешали моих любимых человечков и преподнесли свои фишечки, и вот из этого получились Motionless in White. Сейчас, конечно, я бы уже не сказала, что это примесь Мерлина Мэнсона и Рамштайн, там уже намного больше всего, больше самих Motionless in White, но раньше мне казалось, что это яркая смесь. Ну и недавно выходил видос про них, о чем они поют, поэтому вы можете глянуть и узнать поподробнее об их творчестве. И, конечно же, мои любимые девочки — это Butcher Babies. Я тоже о них узнала через In This Moment, это все было в один момент, они там были то ли в туре, то ли какие-то фотки совместные были, я думаю, ой, а что за прекрасные, красивые женщины. Творчество Butcher Babies уже более, скажем так, тяжелое, чем у тех же In This Moment, у них больше такой грувчик идет, и сперва мне не особо нравилось, потому что преобладал экстрим-вокал, я в экстрим-вокал еще тогда не особо впрягалась, не особо за него шарила и любила. Но через какое-то время я поняла, что девочки действительно мощные, что они также затрагивают в своих песнях абсолютно разные темы, как и внутренние переживания, так и социальные вещи. Ну и, соответственно, они просто 2 красоточки, Карла и Хайди, безумно талантливые, безумно красивые женщины, которые рвут свои энергии, мечут, и я была на их концерте, это что-то невероятное. Сейчас они, конечно, потихонечку уходят от тяжелого звука, я примерно понимаю, почему они это делают, но то, что у них было раньше, например, альбом Take It Like a Man, он очень тяжелый, там прям грувчик преобладает, и советую вам послушать их творчество, если вдруг до сих пор не слышали. Ну что ж, на этом все. Я, наверное, очень долго говорила, возможно, это видео получилось длинным, больше такая некая болталка, но, надеюсь, я ответила на ваши многочисленные вопросы, какие группы я постоянно слушаю, рассказала о своих любимчиках, о том, как я с ними познакомилась и так далее. Мне безумно будет интересно послушать ваш топ-10 групп, от которых вы не устаете и которые постоянно в ваших плейлистах. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой Patreon и на Twitch. Я безумно буду рада вашей поддержке. Пока!